Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно повышения урона наших орудий за счет повышения температуры корабля. Да, есть один такой экспериментальный эффект, и ставится он, естественно, не только на один вид вооружения, так что посмотрим, как это дело работает, ибо точных данных ни на Вики, ни в игре нету, на сколько процентов повышается и вообще стоит ли это использовать на постоянку. Ну что ж, друзья, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, контент. Поехали! Ну вот, пожалуйста, данный экспериментальный эффект – проводник тепла. Экспериментальное улучшение, позволяющее наносить увеличенный урон в случае, когда уровень тепла вашего корабля повышен. Какой увеличенный урон, на сколько процентов, какая температура корабля, ничего не написано. И да, это есть не только на пучковых лазерах, но еще и, ребята, на плазме, а это уже, как по мне, довольно интересно. Ладно, давайте сделаем так, из серии... Возьмем пучковые лазеры обычные, пучковые лазеры с этим эффектом и посмотрим на разницу при различной температуре. Естественно, сначала мы просто обычным постреляем, потом непосредственно этим предварительно прогрев корабль. Как вариант. Но не забывайте то, что когда у вас повышается температура, ваши внутренние модули, так сказать, огребают. Их целостность начинает падать. Если хотите это дело нивелировать, усилитель корпуса, точнее модули, прошу прощения, если я не ошибаюсь, вам не поможет. Вам поможет именно повышение целостности отдельных модулей, то есть сделать их более прочными. Прочная силовая, прочная система жизнеобеспечения, ну и так далее. Поехали по списку. В общем, давайте готовиться. И да, друзья, прикол экспериментального эффекта не забывайте в чем еще. Вам не нужно качать на 5 гаек пушку, чтобы его поставить. Одной гайки хватит. Это означает то, что любой инженер, который может делать лазеры, способен это поставить. Вот, допустим, у нас есть Бро Тарквин, который делает лазеры в пятерке. Он может. Есть еще у нас один, вот, допустим, Двеллер. Он делает, если не ошибаюсь, в тройку лазеры. Там тоже это можно поставить. Так что проблем с этим не будет. Корабль будет, естественно, один и тот же. Это Крайт. Не помню, сколько там щита, сколько армора. Нас это не волнует. Нас волнует время, которое мы потратим на это дело. В плане вооружения заранее показываю то, что вот пучковый лазер дальнобойная, без экспериментального. И вот еще пучковый лазер дальнобойная, без экспериментального. И давайте-ка смотреть на счет 3. Раз. Рано. Раз, два, три. Да, я думаю, давайте-ка с вами дойдем до счетов. Ну, снесем щиты. Так, ну потихонечку течет. Температура постепенно поднимается, но она сейчас застопорилась на... все, она падает нормально. Вот это, возможно, будет проблема. То, что он не греется. Но я поставлю другую силовую. Не А-класса, без инженеров, чтобы, так сказать, нивелировать. Если что, прогреемся банкой во время теста других пушек. Можно ставить и другие экспериментальные эффекты, не забывайте, которые увеличивают урон и при этом увеличивают температуру. Можно, наверное, даже меньше распределителя попробовать. Допустим, 3. Да, и температура повышается. Чем больше пипок у вас в распределителе, тем меньше греется. Как бы это странно не звучало. Минут 15. Да, минут 16. Минут 16. Хорошо. Хорошо. Давайте теперь с другими пушками. Пока авианосец готовится к прыжку, расскажу вам методику тестирования. Будет 2 захода. Первый заход. Обычные лазеры. Стреляем по кораблю. Засекаем, сколько времени нужно на снятие щитов. Ну, до нуля. Будем делать, естественно, в Одиссей, чтобы было видно проценты и как быстро они тикают. Второй заход. Будем использовать уже лазеры с этим экспериментальным эффектом. Но я предварительно прогрею корабль, используя те же самые лазеры, либо банку щита. Ну, как пойдет, не знаю. В общем, вылетаем. Ну, собственно, что, здесь примерно 2000 щита на этом корабле. Показываю вам, какие стоят у меня пушки, чтобы не было вопросов. Мало ли, что-то я там подкрутил. Пожалуйста, пучковый лазер без эффектов и без эффектов. На счет 3 стартуем. Раз, два, три. И, естественно, распределитель питания в оружие, чтобы я мог долго стрелять по цели. Но все равно, мне кажется, его не хватит.
Но даже если он вдруг кончится, то 2 у нас будут стрелять. Так, пошел нагрев, который никак не будет у нас работать плюс. Так, нагрев пошел прям хороший. Продолжаем, продолжаем. %10 уже остается, как можете заметить. «46 секунд». Что-то как-то мы прям очень сильно прогрелись. Я и забыл, как это без теплоотдачи. Да, аж взрывы пошли. Ну да ладно. Полетели за другой пушкой. Ну что ж, теперь у нас другие лазеры, как вы можете заметить. То есть вот уже и видно то, что гаечка стоит, проводник тепла, проводник тепла, проводник тепла. Все, конечно, интересно, но корабль предварительно нужно разогреть, чтобы все было максимально точно. Прогреемся до 100 с копейками, подождем восстановления распределителя и, собственно, будем. Что-то как-то долго греется. Да, что-то я думал, будет быстрее. Банку, что ли, поставить? Просто еще как бы восстановление распределителя у нас играет роль. И на счет 3 сейчас будем стартовать уже. 1, 2, 3. Да, правда, у нас одна отлетела. Из-за того, что распределитель помер. Ну да ладно, если это будет не супер точно, то я поставлю сюда просто банку, ее активирую, а потом уже буду юзать остальное. Ну давай, показывай. Что ты можешь? «30 секунд». Интересно. 30 секунд вместо 46. Ладно. Давайте нивелируем момент с распределителем и поставим сюда банку, активируем ее, дойдем до 100-110 и уже начнем стрелять. По идее, должно быть еще лучше. Ну, собственно, баночка у нас имеется. Показываю вам пучки, то, что они дальнобойные с проводником тепла. И давайте смотреть, прожимаем банку, как начинаем стрелять, идет отсчет секундомера. Подождем роста температуры. Начинаем. Так, 132, блин, плохо видно. 132, 134, 140, 150. Нагрев сильный пошел. «23 секунды». А вот это уже похоже на правду. Блин, прям почти ровно. 46 и 23. То есть в 2 раза быстрее. Конечно, нагрев — это довольно серьезная штука в этом плане. Но это дело можно контрить, используя теплоотводную катапульту. Можно попробовать использовать пучок на теплоотдачу, либо не зажимать гашетку полностью. Тут вот, наверное, я не знаю, это будет отдельное видео касательно сборки на такой штуке. Здесь мы рассматриваем исключительно экспериментальный эффект. Но двухкратное увеличение скорости выноса щитов — это, блин, серьезно. И причем почти тютельку в тютельку. Даже не почти, 46-23. И, конечно, давайте не будем забывать о таких моментах, как улучшение инженера на эффективное орудие, где повышается урон, уменьшается тепловая нагрузка. Из серии еще бластер малого радиуса действия, где повышается урон, повышается тепловая нагрузка. Тут можно плясать на этом деле бесконечно. В плане сборки на таком эффекте, чтобы получить максимальный прирост и чтобы ваш корабль не разорвался, ну хотя бы после первой цели. Сейчас, естественно, работаем не на время, а просто будем интересоваться, будет ли у нас отдаваться тепло. Я поставил 2 дополнительных лазера, и эти 2 дополнительных лазера имеют экспериментальный эффект теплоотдачи. И они еще при этом эффективные. Давайте смотреть. Температура медленно растет. Гораздо медленнее. Быстрее вылетает у нас распределитель. А вот теперь держим. Так, 107, вижу. Температура держится, 107, 110, туда-сюда, ну блин.
Слишком много пушек. 110, 107 опять. Ниже 100 мы не падаем. Но, собственно, и особо высоко мы не идем. Ну вот 113 я вижу. Блин, можно угорнуть касательно построения всего на эффективных орудиях. Ну тогда и нагреваться мы будем дольше. Но и распределитель жрать будем меньше, и лазеров можно еще больше воткнуть. То есть еще 3 в плюс можно засунуть. Интересная получается история. Я думаю, я это оставлю для другого видео. И посмотрим, что с этого получится. Если получится, естественно, я это сниму, но это все нужно тестировать и долго тестировать. И не обязательно ставить 2 вторых на теплоотдачу. Можно поставить, скажем, и 2 первых. Но температурный режим мы выдерживаем. И получается, за все это время, что мы стреляли, мы получили... Ну, блин, мы все равно много получили урона. Но не так много, если бы грели свыше 200, как это было до этого. Надо думать. Но это уже в другом видео. А с плазмой такие приколы будут еще интереснее, потому что, ну, как бы урон в 2 раза выше, это одно, но когда у вас урон в 2 раза выше и вы игнорируете 60% резистов, это, конечно, дело интересное. Кстати, ребят, не в тему видео, но довольно забавно. Сейчас, когда я переставлял модули, вот тут написано эффективное орудие, показывались дальнобойное. В общем, обозначение чертежа тоже лагает временами. Если у вас такое происходит, не бойтесь, делайте релог. Я даже не думал, что такая срака может быть. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous. Друзья, подходим постепенно к половине 1000 видео. Да, очень много контента я вам завез, друзья, на различные темы, но это еще не все, что представлено в этой игре. Мне аж дурно становится от этого, если честно. Плюс, многие видосы я структурировал в плейлисты примерно 1/5 от всего, и получается, в описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, вооружение, ручное вооружение, торгоиды, как собирать различные фиты, гайды по заработку, интересные места, различные сигналы. Дофига полезного контента, так что пользуйтесь. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, там собираться с друзьями или искать новых, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку, Геншин, во что угодно. Я вас не осуждаю, я сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, друзья. Я думаю, вы это уже заметили по стриму. И еще момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее, и мы расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, то вам в Discord, там подробные правила вступления и так далее. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.